Всем привет! Вот думал высказаться, не высказаться насчет Азовстали. Почитал мнения разных людей, Стрелкова и ему подобных, и тех, которые говорят другое, в отличие от него. Зеленского послушал, ну, решился все-таки высказаться. Значит, во-первых, была сдача в плен. И правильно это или неправильно, я не знаю, потому что ну, по мне, чем меньше людей погибает, тем лучше. То, что они сдались в плен, это значит, они останутся живые, это в какой-то степени хорошо, но это люди. Вот. Плюс к этому я принимаю во внимание, что они, сражаясь на Азовстали, кем бы они ни были, азовцы, нацисты, не нацисты, это не важно, там кроме Азова еще морпехи и еще подразделения. Кем бы они ни были, они, сражаясь на Азовстали, считали это своим долгом и считали, что они защищают свою страну. И я считаю, что люди, которые вот так вот, ну, можно сказать, обезбашенно сражаются за свою страну, за свою идею, но все равно, как-никак, заслуживают уважения. Потому что, ну, во Второй мировой войне русские сражались за свою страну, тоже вот так же. Ну, понимаете, я считаю, что в какой-то степени они, да, заслуживают уважения. Насчет самой сдачи в плен. Ну, во-первых, Зеленский, ну, я не знаю, он действительно иногда накуривается, когда он, или под наркотиками, я не знаю, когда он что-то говорит. Но вот он выступил и сказал такую чушь, что я понимаю, что он хотел показать, что они крутые, то все третье, десятое. Но когда ты уже говоришь полную чушь, я думаю, что уже, ну, только очень тупоголовые могут поверить. Потому что выйти и сказать, что силами СБУ и военными силами Украины, и пограничной службы Украины, и ими была проведена операция по эвакуации бойцов с Азовстали. Я вообще в шоке, когда слышал, вот я не понимаю, ну, чувак вообще понимает, что говорит, или он действительно дебил. Ну какую чушь ты несешь? Ну чем больше чушь ты несешь, тем меньше люди начинают тебе верить вообще. В то, что ты говоришь, даже сами украинцы. Ну слушай, украинцы-то знают карту Украины, знают, где Донбасс, знают, что такое Новоазовск. Вот ты им говоришь, была проведена операция по эвакуации, и все представляют себе, что зашли военные силы Украины в Азовсталь, спасли бойцов своих, вытащили их оттуда в Киев или куда-нибудь там на украинскую территорию. Вот это то, что понимают от первого твоего предложения. При помощи всех вот этих сил была проведена операция по эвакуации бойцов из Азовстали. И тут идет дальше разговор, что их эвакуировали в Новоазовск, который находится на территории ДНР. И это уже не эвакуация получается. Их же не отпустили домой. Их перевезли, часть из них в больницу под охраной, часть из них отвезли в лагерь для пленных, в принципе. Там их будут допрашивать, там их будут проверять. И тогда какая эвакуация? Слушай, дебил. Он дебил просто. Ну вот как можно сказать эвакуация, когда всем понятно, даже самым простым людям, что была сдача в плен. Тем более, что сказали, что 9 человек вышли с белым флагом, чтобы договориться об этом. Я считаю, что, ну, в принципе, и все равно, это хорошо, что им сказали сдаться в плен, потому что иначе они бы просто там умерли все, и все, и что? Вот. Они свою задачу выполнили с военной точки зрения. Они задержали русские войска на очень долгое время. На очень долгое время. Причем очень большую часть русских войск. Вот. Теперь все те, кто кричат, что нельзя было их выпускать, не надо было их брать в плен, надо было убивать, они все нацисты и так далее, то все 30-е. Во-первых, не все нацисты. Да, есть вот азовцы, большая часть из которых наверняка неонацисты и так далее. Но там еще есть морпехи и другие службы, но они не нацисты, они защищают свою страну по их мнению. Вот так как идет их пропаганда, так как разговаривает их правительство, они защищают свою страну. Их за что убивать? Есть закон о военнопленных, люди сдались в плен. Все, что значит убивать? Насчет того, будет ли обмен дальше, ну, послушайте, если русские солдаты в плену и украинские солдаты в плену и хотят обменять одинаковое количество на одинаковое количество, что не менять? Вот отпускать азовцев или нет, это уже другое дело, потому что против
по идее, против Азова есть закон в России, запрещающий Азов, считающий это вот, есть уголовные дела, открытые против всех членов Азова, и их надо судить. Их надо судить, и они должны сидеть в тюрьме по законодательству России. Вот. Поэтому отпускать их как раз, это уже, конечно, это вот. Немножко тяжело. Теперь сама идея, почему это произошло и почему допустили, как бы. Ну, и Стрелков, и не Стрелков, и я, мы все очень маленькие люди, мы ничего не понимаем толком до конца. Есть люди, сидят там на высоком уровне, хорошо они решают, плохо они решают, но они знают намного больше, чем мы. Вот, например, Шойгу позвонил, американский министр обороны, позвонил Шойгу вдруг ни с того ни с сего. Вроде как и ничего не говорили, не общались, а вдруг позвонил. И очень странное совпадение, что прямо перед сдачей бойцов. Значит, о чем-то договаривались. Может, те предложили им что-то, может, предложили какое-то облегчение в санкциях, может, предложили, что не будут поставлять самолеты на Украину, я не знаю. Но что-то предложили им. Почему американцы предложили, это уже другой вопрос. Тоже в конечном итоге все узнают, я думаю. Потому что, может, там сидят американские инструкторы, причем в высоких чинах и так далее, пытаются их спасти как-то, вытащить. Это все как бы политические игры на высоком уровне, которые мы просто не можем знать. Может, с этого что-то и выходит в России. Просто об этом никто не хочет говорить. То, что запретили снимать съемки. Ну вот я лично видел в Телеграме, как показывали, что вывозили их, показывали колонну солдат, которые шли, их проверяли. Эти вот. А все равно эти съемки все равно вылезут наружу. Сколько бы там ни условия, что не будут показывать. Ну слушайте, но будут показывать, и потом будет еще, у каждого военного сегодня есть телефон, и все они все снимают. Вот. В конечном итоге все покажут анонимно в Телеграме и так далее. Вот. Поэтому как бы те, кто кричат, вот, ну, с военной точки зрения есть большой плюс, и есть, да, минус. Вот минус это как Стрелков говорит, что вот из-за того, что сейчас их выпустили, взяли в плен, то теперь остальные части ВСУ, например, они будут думать, что можно биться до последнего, потом максимум сдаться в плен и все нормально. Но они когда бьются до последнего, они что же рискуют умереть? Дело же не только в том, что русские уже очень много украинских солдат взяли в плен и никого не убили, ничего, поэтому все прекрасно знают, что берут в плен и все нормально. У этих украинских солдат тоже есть телеграм-каналы, тоже есть телефоны, они все это видят, как бы от них не скрывали, как бы им не говорили, что всех убьют, они все это видят, все прекрасно понимают. И опять же, тем, что показали, что батальон Азов, хотя вот многие кричали, что нацисты, надо их всех убить, нельзя брать в плен, такие как Кадыров, например. Вот. Сейчас другие солдаты полка Азов увидят, что взяли в плен азовцев, они убили. Может быть, тоже сдадутся быстрее. Понимаете, а то так как бы терять нечего, получается, им говорят, что убьют. А тут если бы убили на самом деле, то все, тогда действительно терять нечего. Надо биться до последнего, потому что плен это не опция. А сейчас они увидели, что плен это опция. Так что есть в этом плюс. Потому что, может быть, тогда они будут легче идти на сдачу в плен. Во-вторых, еще один плюс это то, что в конечном итоге Азовсталь будет освобожден. И тогда группировка российских войск, которая блокирует Азовсталь на сегодняшний день, сможет двигаться дальше. Это тоже большой плюс, о котором Стрелков ничего не говорит. Он говорит о мобилизации русской армии, то все отрицает. Но он не говорит о том, что если Азовсталь сейчас закончит с этим, то тогда очень большое количество войск сможет перейти дальше на фронт. Он не говорит о том, потому что ему это невыгодно говорить. Вот. Есть еще другие, которые говорят, что вот, я слышал, в Госдуме там выступали, говорили, что вот надо принять закон, чтобы не обменивать азовцев. Вот, пожалуйста, кто-то ж пытается что-то сделать, чтобы не обменяли азовцев. Может, в конце и обменяют. В конечном итоге, если их выпустят сейчас, например, да, они пойдут опять воевать, это проблема. А если их выпустят через 5 лет после того, как война закончится, так там уже сильной проблемы не будет. Для России, по крайней мере. Вот. Поэтому, как бы я, опять же, я очень рад тем, что погибает как можно меньше людей, неважно с какой стороны, неважно чьи солдаты. Когда люди погибают, это плохо, остаются дети-сироты, вдовы остаются, родители остаются, которые не знают, как дальше жить без своего ребенка и так далее. Это всегда плохо. То, что они сдались в плен, я считаю, это нормально. Раненых вылечат. Думаю, что всех их не выпустят. Если обменяют, то обменяют одного к одному на данный момент обменивают. А у России и так до чертика украинских солдат. И это вот. И как бы не будет с этим проблем. Азовцев, я думаю, так быстро не обменяют. Должны будут серьезные уступки со стороны Украины и так далее. Вот. С другой стороны, опять же, Россия вышла, да, гуманитарно в этой теме. Вот я вот посмотрел, вот видишь, взяли в плен, не убили, хотя говорили, что всех нацистов будут убивать. Нет, не убили, взяли в плен. А там уже будут судить и так далее.
как поступает нормальная страна, демократическая, гуманитарная. Ну, Россия не такая же демократическая, но в принципе, вы понимаете, да? Но Зеленский меня убил. Из всего этого больше всего меня убил Зеленский и те, кто подхватывали его слова, потом и дальше проходили. При помощи всех этих служб, я так понимаю, что он имел в виду, что он переговорил со всеми службами, что типа давайте, ребята, там с ваших отрядов сдадутся. И они типа сказали своим пацанам, типа, ребята, сдавайтесь. Это единственное, что я могу понять, что он мог поговорить с этими службами. О какой эвакуации СБУ или военные силы Украины, или что они, какую операцию они провели? Тем, что русские взяли пленных и вытащили их и послали их на свою территорию? Это вот эта операция? Операцию надо было проводить, если вы такие серьезные, такие крутые пацаны, надо было проводить операцию по отбиванию Азовстали. Типа вот зайти войсками, отбить Азовстали, вытащить своих пацанов. Вот это операция, а не по эвакуации сдачи в плен. Это не операция. Тормоз ты, Зеленский. Это не операция. Это ты просто пацанам сказал, все, пацаны, харе, сдавайтесь, типа, вам уже все равно терять нечего, там, боеприпасов уже, наверное, мало, прижали сильно к земле, там, сильно они не могут выходить на огневые позиции, их мочат, там. Так потихоньку всех и замочили бы, и все, и что дальше? В какой-то момент могли вообще и напалмом туда шахнуть. Поэтому, как бы, опять же, все вот эти вот Стрелковые и так далее, я смотрю его, иногда он говорит интересные вещи с военной точки зрения, но чувак тоже... Я его тоже могу назвать нацистом. Так как он иногда говорит, запросто. Нацист это не только украинец или немец. Нацист это те, которые ненавидят на расовой почве. И у него тоже видна такая ненависть. И это не важно, как бы, в отместку, не в отместку. Русские, когда захватывали Берлин во Второй мировой войне, тоже не всех немцев убивали. Убивали только тех, которые стреляли в них. Мирных-то не убивали. Причем тут расовые эти вот. Короче... Сдача в плен это хорошо. И не важно, как Украина это показывает, и не важно, я же говорю, Зеленский такую чушь пронес, что там уже, ну, может быть, какой-то процент очень тупоголовых людей поверят ему, но в большинстве своем украинцы, зная карту Украины, зная, где находится Новоазовск и так далее, понимая, что этих солдат из плена, эвакуированных солдат не встречают с цветами в Киеве, значит, что-то не то. Потому что если эвакуировали, то, по идее, в Киеве должны были парад устроить. А никто ничего не устраивает, и солдат нету. Поэтому я думаю, что он только вот своим идиотизмом только себе еще навредил, потому что теперь больше людей, наверное, будет задаваться вопросом, насколько ему можно верить. Вот. А он, я не знаю, что он выпил там или курнул. Ну вот это мое мнение по Азовстали. Насчет денацификации там тоже вот выступал Шария, говорил, что как это, и многие русские говорили, что как это денацификация, если азовцев не убивают, а в плен и потом обменяют. Но послушайте, немецких солдат тоже не всех убили. Были пленные, потом выпустили их. Причем тут денацификация это, в принципе, устранять нацизм, неонацизм, например, и так далее. И вот если неонацисты будут сидеть в тюрьме, это тоже денацификация. Понимаете, как бы? Не обязательно убивать человека для этого. Можно посадить в тюрьму, он просидит там 20 лет, 30 лет. По всем нарушениям законов России, например, просидит там 20-30 лет. Вот вам денацификация, потому что он не ходит на улице, не портит воздух и не несет свои неонацистские крики. Это денацификация, не обязательно убивать людей. Люди это люди. И многие из них вообще оболванены, например, всегда говорили, многие, и вот немцы тоже нацисты, тоже многие из них были оболванены пропагандой, Геббельс, Гитлер выступали, и вот они им верили. Это... А потом, когда как проснулись, оп, что-то тут не то. И даже во время войны многие, когда приходилось убивать мирных людей, тоже не все садистами были, не все кричали «да, да, хорошо». Да, были многие, да. Эсэсовцы, да, туда шли садисты, вот это. Но их тоже не всех эсэсовцев убили. Было много эсэсовцев, взятых в плен, раскаялись, то все, посидели и вышли, наверное. Так что все те, кто желают смерти людям, неважно каким людям, смерть это плохо. И не надо уподобаться тем, кого вы пытаетесь победить. Понимаете?
То, что пленных показывают, как украинские солдаты, азовцы избивают пленных русских, это не значит, что сейчас русские должны избивать украинских пленных. Надо быть немножко выше тех, кого вы считаете нацистами, кого вы считаете садистами, а не уподобаться им. И это, опять же, еще одна точка, почему так себя повело, наверное, правительство России. Показать, что да, гуманное правительство. И да, как бы относится с честью к военнопленным, да, относится как бы с уважением к военнопленным и так далее. Есть Женевские конвенции, и то все. То, что Украина нарушает их, уже говорили об этом, и в Евросоюзе говорили об этом, сказали, что будут расследовать все эти ролики, когда там избивали и убивали военнопленных. Все это будет расследоваться. Это в принципе только на руку как-то России, которая и так не очень хорошо продвигается с информационной войной. И так в заднице. Так это как-то поможет, да. Может быть не сейчас, может сейчас все еще будут верить Зеленскому, но пройдет несколько лет, и когда люди узнают все, они поймут. И в какой-то переломный момент может так получиться, что Зеленский достанет уже всех и на Западе, и им надо будет искать отмазки, что, как, почему, и вот тогда они, может, начнут говорить, что вот видите, а русские тогда спасли, не убили азовцев, а вытащили их живыми, подлечили, да, посадили в тюрьму, но нарушили закон, что делать, а украинцы вот так вот. Запад всегда пытается найти, как иметь заднюю дверь, чтобы выйти, чтобы свалить. Ну вот это вот мое мнение. Думаю, что некоторым оно может и не понравится, конечно же, но одно я знаю точно. Человек должен всегда оставаться человеком. И неважно, с какими зверями он ведет дело. И не уподобаться этим зверям. А нацистов не обязательно убивать. Достаточно их посадить в тюрьму, чтобы не портили воздух. Может там им объяснят более подробно в тюрьме, кто они и что они. Ну, всем привет.